1. А Пау 3366 что-то вот просто лишь бы это, что-то написать. Вместо того, чтобы подсказать, да? Че, сейчас как? Я уже тут 11 минут распинаюсь, ребят, с вами. А на ютубе, опять же, отдельный привет, ребят, в очередной раз. Че, не хочет работать, зараза? Не хочет? Не. Еле как запустился на ютубе. Я ролики между делом также заливаю. Заливаю, потом резко все обрывается нафиг. И то, что я сидел, загружал там 40 минут, всем, и что, и заново загружаю. Вбиваю таги, оптимизацию, все копирую, вставляю. Просто может вот так хлоп и выключиться. Понимаете, в чем прикол? Я не знаю, как вот мужчина все молчит и молчит. Хоть бы сказал, как ты запускаешь то, что у тебя все идеально. Напиши мне в телеграмму. Только говорю, банальные вещи мне не надо писать про запреты, фикснеты и там дешевый VPN бесплатный, временный, который идет, а через 5 минут не идет. Потому что это ерунда, это не подходит для прямой трансляции бесперерывной. Вообще и близко. Это совсем другое дело. Одно дело, вот я в телефоне сижу, ребят, у меня все классно. И другое дело трансляцию запустить. Блин, просто да, вот мне иногда вот пишет там, я сразу спрашиваю, а тебе сколько лет? Мне 13 лет, я смотрю канал Печка ТВ. Все, я сразу понимаю, ага. Ну, давай, подскажи мне, научи меня. И мне пишут то, что я уже 5 лет назад знал. Какие-то фундаментальные решения нет. Поэтому, ну, что поделать, ребят. Пока интернет вот такой, он у нас такой, да. У меня интернет, между делом, 1 гигабит. Нормальный, современный, четкий оптиковолокно интернет. Тут дело не в этом. Мы все знаем, в чем дело. Ирен, спасибо тебе огромное в очередной раз за поддержку, за донат, за первый донат на стриме. Игорь, привет, хорошего стрима, поздравляю с котейкой. У меня по базе теперь тоже ходит пушистый. Блин, тут клан зарешал, вот честное слово. Не, я нормально по очкам, что ты прибедняешься? Я был выше центра, но так по факту клан зарешал, потому что они в очередной раз и опять, и все-таки сделали. А на основном клане пока, в клане в основном пока не взяли. Вот только что было 0 килобит, ребят. Теперь 30 тысяч килобит. Это что, это вообще невозможно, чтобы столько было. Но я их выдаю. Че, скачок был стрима. Да, и отдельное спасибо, Вячеслав. Я надеюсь, ты меня услышишь хоть в записи. Вот, огромное тебе спасибо за постоянную поддержку, за донаты и всем вам, друзья. Завтра, значит, отчетность небольшую отправлю, куда идет львиная часть ленточки. Куда? Че, ребенок счастливый просто до усрачки. Мы сегодня после стрима пойдем тестить его новый самокат. Вот. Все-таки пока подождет велосипед. Самокат. У нас раньше был, ну, трехколесный детский, да, знаете, такой, многие видели. Даже, допустим, ты еще сам ребенок, и у тебя нет своих детей, но ты же видел, как мелкие телепузики катаются на трехколесном. Вот, теперь двухколесный. И что, сегодня пойдем после стрима ночью кататься, потому что там подсветка. Заказ был именно, чтобы была подсветка. Я говорю, по лужам кататься нельзя. Ну и ладно, я не люблю кататься по лужам. Я говорю, Дань, ты любишь кататься по лужам, как и все дети, ёб. Вам бы, блин, вот в этой луже, вы бы в ней ныряли, в ней, в грязи в этой политике. Но дело не в этом самокате нельзя, иначе электрика эта вся накроется. Ну все, решили вопрос. Ребят, с горем пополам стартанули, блинчики. YouTube, вы здесь, скажите. Блин. Стрим опять лагает. Стрим не опять лагает, а снова лагает, Никита. Потому что YouTube не запускался без вспомогательной кнопки. Ничего. Ну вот так. Повторюсь, ребят, большинство подписчиков канала смотрят стримы на YouTube. Мы не можем запускать стрим без YouTube. Но из-за него и есть лаги. Потому что его просто нельзя запустить. Его специфически я запускаю, да? Я могу напрямую запустить на Ютубе, и все будет чин-чинарем. Но тогда Рутуб вообще, ёб, не пойдет. Хоть обоссысь. БВК.
Так. Первым делом, вот, ребят, вот сейчас, смотрите, я замешкал, я даже мог сосать и все потерять. Почему? Первым делом, когда слетает святой Петр, надо съесть еще одного святого Петра. Почему умер? Броня сломалась. Броня отлетела. Все, это нормально. Я забыл совсем, ребят. Реально, планировал стрим сегодня запустить пораньше. В 25 минут, да? Ну, блин, что поделать. Ничего не предвещало беды, но он просто YouTube не хотел грузиться. Почему? Да по всему. Ёп, я напугал, блин. Как он долго кастовал. Если бы так долго не кастовал, да, я бы сейчас упал ее. Ух, блин. На кофе для стрима. Ягморт, спасибо тебе огромное в очередной раз за поддержку, за донат. Следак, огромное тебе спасибо. За постоянную поддержку. Мне кажется, или рейд нам усложнили. Я оставил ресы в старом на доме, и мне взорвали стену. Не, Никитос, ты, наверное, просто зачитерил, да? И у тебя в ряд просто 3-4 рейда. Черепов сколько у тебя было, Никита? Сколько у тебя угрозы была? Ребят, одна череп. Блин, ну тогда тебе просто не фартануло. Реально, Никитос, вот я тебе говорю, очень. Вот за 9 лет вот столько выдумывают всякой фигни. А на самом деле просто рандом. Ёп, одному повезло, другому не повезло. Выдумывают какие-то вообще непонятные вещи. Рандом. Рандом реально он дичеет. Что там говорить? Рыбалка. Рыбалка действительно была в Last Day изменена. Но она реально была изменена. Мы ловили там 9 рыбок, что ли. Сейчас приезжаешь, ее ловишь и ловишь. Она уже вот здесь сидит, эта рыба, а ты ее ловишь без конца и края. Это жестко. Реально. Блин, вот там вот мужчина в самом начале, который знает, как запустить, чтобы YouTube не лагал, все супер было. Пау 3366. Почему? Куда ты пропал? Скажи мне, пожалуйста. Я же на полном серьезе. А вдруг ты мне подскажешь, я что-то не знаю. Напиши на стриме или в телеге мне напиши, если какая-то у тебя секретная разработка. Как, чтобы YouTube шел. Я, блин, буду тебе благодарен. Вот, мне очень много подсказали подписчики именно. Что именно? Ребят, кому надо, записывайте, если вы еще не знаете. Fixnet. Просто по-русски напишите, вы поищите и найдете. Запрет. Вот эти 2 штучки. Они абсолютно бесплатные. Пока что. Почему? Ну, бесплатно никто из людей не работает, из взрослых, потому что все нуждаются, да, в затратах. И что, Fixnet тоже когда-нибудь будет платный. Ребята просто работают, так сказать, вкладывают свой ум, а дальше поставят ценник. Я думаю, так оно и будет. Ирен Рен, спасибо тебе огромное в очередной раз за поддержку, за донат. Сурвивалка заслужила, бедная, сколько она страдала. Блин. Ну да. Особенно заслужили, повторюсь, сокланы, да, потому что они прям в прошлых кооп режимах, они рубили намного больше, чем я. Инвершн там в одном, блин, вообще 1000 очков набрал, у меня было 100 там, ну в 10 раз меньше, ну блин, о чем тут? Поэтому да. И котейку, ребят, я уже посмотрел в ластике. А что в гриме-то? Ждем? Ждем обнов, конечно же. Пока, я думаю, никто, в принципе, и не ждет обновы. У нас багряная охота, да? Ну, что нам ждать-то, ёп? Прел, привет. Прел, привет. Ну, у меня есть приложение. Это именно... Фокси, если сможешь, в телегу мне напиши. Просто там информация сохранится, понимаешь? Я тебя зафиксирую, потом, когда время будет, протестирую. А здесь чат пройдет и все. Мне сейчас за ручкой бежать, как бы писать что-то, ну, фигня полная. Если не сложно, напиши мне в телеге. Если ты знаешь такие вещи, я думаю, телега-то у тебя идет, да? Да, я тоже думаю, ребят, когда багряная охота, ну как... Что, есть игроки, которые ждут обнову? Есть. В защиту хай-левелов, топов скажу. Топы есть... Вот смотрите, я играю не только грим, да? Я все-таки ютубер, прежде всего. Блогер, я ролики делаю. Поэтому я играю, ну так. А вот когда ютубер, который
играет больше, чем создает, тогда да, они уже все 200 плюс, им заняться нечем. Я могу понять. Им это багряна так чисто, чуть поиграл и надоело. Вот. Ну, блин, я, как и раньше, скажу только одно. Наверное, надо задуматься над тем, что ты слишком много играешь, ёп, и мало делаешь контента. Может, больше контента делать? Блин. А куда? Зачем? А ты мне напиши в ВК. Только ты подтвердить свою личность должен будешь, что ты ютубер. И я тебе подскажу, куда. Я для тебя целый мир открою. Куда тебе еще надо делать? Блядочки. Почему? Ну, блин, иногда так пишет какой-нибудь маленький ютубер. Ну, редко, редко. Они почему-то реально считают, что я им не могу топ-информацию дать. Да я тебе, ёб, накатаю вообще. SEO-оптимизацию, хэштеги, теги, описать. И полный расклад, ёб. Полный. Есть профессия такая сейчас, которая вот этим занимается. Ну просто, если ты уже 9 лет на ютубе, ну, блин, грех не выучиться, скажем так, самостоятельно. И что, и не пишут. А если пишут, то там у него 0 подписчиков, и он думает, я ему сейчас скажу, как нарисовать. Не, те, кто рисует, это вообще полная фигня. Есть такие, есть, я уже говорил, да, ребят? Есть такие разводилы, если вдруг соберетесь для компании покупать канал или еще что-то, вы не обломайтесь мне ее, позвоните в телеге. Я вам расклад дам, где пробивать и как смотреть, что это не настоящее все. Че, целый рынок, ёб, теневой. Понимаете? Какие-то вообще непонятные каналы продают за какие-то бешеные деньги. А он нулевой, ёб. Там никогда ничего не было, никого не было. Там просто нарисовали цифры и продают за бешеные деньги. Ну, то есть, понимаете, что это такое? Это аферисты, бандиты, обманщики, да? Которых пруд-пруди в нашей жизни, к сожалению. И в интернете их тоже очень много. Очень. Мне периодически они написывают. Что, я не знаю, что им надо от меня. Я так угораю, когда надоедают. Я говорю, да пошел ты. Реально. Но они думают, ох, все, клюнул, не понимает, с кем общается. Реально. А зачем нужна карета? Блин, ну ты нашел тему. Давай не поднимай за карету. Как добавят, сами не рады будете, блин, ребят. Ну, карета это типа вообще, это как бы сетевой какой-то момент. И чё, я честно надеюсь, что до последнего не будут добавлять карету. Ребят, вот поймите меня правильно. Просто карета это, блин, это... Блин, я не хочу онлайнового контента. Онлайновый контент жрет все ваше свободное время. А если вы не даете, он забирает ваше свободное время. Поэтому не, я против онлайнового контента, ребят. Повторюсь, не обижайтесь. Ну, и так достаточно. То, что мы и так как бы в онлайне, да, все вместе в одной вселенной. Мне кажется, этого уже более чем достаточно. Еще не хватало нам, чтобы кареты и какие-то совместные захваты, не дай бог, сражения а-ля, как в Викингах. Мы Grim Soul полюбили и пришли в эту игру за что? За то, что вы сидите и красиво соло фигачите. И вы в теме, а не просто вы где-то один-одинокий в этом мире. Вы чувствуете вот это вот, что мы вместе, ёб. И чё, блин, это великолепно. И да, кстати, ребят, между делом, новинка про вампиров, помните? Ну, совсем другая игра. Но это и близко не Grim Soul. Но при этом завтра выйдет вторая часть. Как я и обещал. Я хотел ее сделать гайдовую. Я передумал, никакой гайдовой. Она будет просто такая прикольная. Я там чуть-чуть показываю своего развития, да? И чё? Сказать хотел совсем о другом. Джурасик-то у меня заработал. И чё? Блин, это прикольно. Ребят, это прикольно. Почему? Ну, изначально она была сделана один в один Grim Soul Last Day. Только в мире динозавров. А почему я ее для канала выбрал? Все банально просто. Потому что это один в один. Только в мире динозавров. Правильно, блинчики. И чё? Ну, типа разнообразие, все дела. Поэтому в ближайшее время ждите от меня сову. Если кто-то не знает, что это такое,
Не кричите потом, что я у вас забрал сон, я у вас собрал... Ну, я в позитивном ключе это говорю сейчас, да? Что я все отобрал, зачем ты мне эту игру показал? Это реально Grim Soul и Last Day. Один в один. Только в мире динозавров. И чё? Ну, я сегодня ее посмотрел. Но я не просто ее посмотрел, что она запустилась. Она жила. Вот что самое интересное. Живее всех живых. Есть связь с разрабами. Все как положено, да? То, что я считаю должно быть в современной игре. Вот. А наш любимый Грим куда-то денется? Ёпда, ну нет, конечно. Куда же он денется? Так, ну чё? Куда дальше, ребят? Чисто вот по лайтику сегодня задание будем делать. Да, в карты еще поиграем. Нанесите урон 2000. Урон холодом. Создай березовые доски. Лагерный костер блюда. Я уже делал ролики, где я в ролике за раз делаю 40 заданий, и мы просматриваем их, да? И чё? Стараюсь не повторяться, ребят. Кожу создай, ткань создай, мед съешь, выплюнь мед, выстри мед, опять съешь. Ужас какой. Блин, чуть-чуть я приукрасил, придумал. Нет таких. Нету таких, да? Веселых заданий. Но у нас сурово все, ребят. Съешьте северную похлебку, используй активную способность. 6 из 100. Пытаюсь вспомнить, как-то я делал вот активку прям вот махом, да? Подожгите противников. Ты ёп, это вообще, блин. Убейте жертв, инквизиторов, скрытность, питомец, выстрел арбалета, урон питомец. Угу. В общем, я считаю, героический режим подземелья отрекшихся, да, очень даже в тему сейчас будет. Открываем чемоданчики. Чик. Вот, ребят, по поводу, значит, розыгрыша 15-16, как я и говорил изначально. Если вдруг вы выиграли кодекс и вы уже купите, я постараюсь, чтобы вы взамен кодекса получили печати, но не обещаю ничего. Это раз и два. Розыгрыш по печатям стартанем попозже. Ребят, я уже хотел сегодня на стриме. Реально. Стартануть розыгрыш по печатям, да? Ну, чуть-чуть попозже придется. Почему? Ну, у разработчиков там нештатная ситуация, не до нас, короче. Не до ютуберов. И чё? Ну, а я к таким вещам стараюсь с пониманием относиться. Следак, спасибо. Так. Все, собираемся, ребят. Подземелье отрекшихся пойдем. Пойдем на героик. Хотя, вот, блин, вот он мне вообще как козе баян этот героик всрался. Но пойдем на героик, потому что обычный режим. А зачем я могу изи-пизи, да, сделать не героик? Давайте-ка выйдем в глобальную карту, и я прям сразу осознаю масштаб трагедии. Он вообще всрался мне героик? Потому что если он не всрался, ребят, не пойдем. Мы лучше нормал быстренько пробежим. Ну, то есть, смотрите, вот это, да, там выбить. Да зачем? У меня есть уже в запасе. Уже готов я, все четко. А мы еще можем тайную комнату найти, да? Если она есть. Смотрим. Окаменение, блин, все есть. Неустрашимость, неудержимость. Боевой раж, блокирование. Ага. Эти точно есть. Вот этого, наверное, нету. Отмеченный чумой, проклятый ревнитель, воитель, храмовник. И да, ребят, если вы вдруг по заданию, да, просто вам лайфхак такой небольшой. Если вы по заданию не можете понять, а где этот проклятый храмовник, нажимаем на локацию, да, смотрим выбивание книг. Если есть вот... А, нет, что-то фигню какую-то я говорю, ёб, да? Ну, типа, если есть книга у ворот, то там это чудище будет бегать. Нифига. Медведей нету в подземелье отрекшихся. Да. Это не лайфхак, это говно полное.
Блин, мне кажется, есть у меня все книги, ребят. И чё? Не нужен героик вообще. Только дольше на нем мучить голову. А всякие там заранее колокола, не колокола, что там, у меня скоплено уже около 300, там 400, мне больше не надо. Я считаю и так перебор, блин, скопленного всякой фигни. Все, одеваемся в обычный режим. Пошел бы не в обычный, ребят, но не вижу смысла. Тут дело не в риске. Я возьму святого Петра, у меня бог Харат, какой ее риск вообще? Риск невозможен. У меня чемодан этот проклятый. Вообще насрать. Никакого риска. Вот эту броню, знаете, почему беру? Потому что она говно, и она мне не нужна. Чернокнижник. А что, перчаток вот этих стрёмных нету? Берсерка. А почему? Че, пытаюсь понять, ребята, почему нету? Ну ладно, нету и нету, плевать. Давайте тогда чернокнижника возьмем. Беру это говно, потому что это говно, да? Вот это броня для меня. А вот это, ну что это такое, ёб? То есть, когда ты развиваешься, да, чем дальше, тем веселее. Ты уже не будешь пользоваться всяким говном. И что, это нормально. Это называется процесс, ёб, эволюции. Эволюция, моя эволюция, Вася. Вечно бегать бомжом ты не будешь. И это хорошая новость. Плохая новость. Если ты играешь полностью без доната, ты будешь вынужден, соответственно, фармить. И чё? Ну, чтобы ты понимал, да? Темный доктор. Блин, я пытаюсь понять, где все перчатки берсерка, ребят. Что за бред? Блинчики. Такого быть не может, чтобы их не было. Это чумной доктор, да? Ну, это вообще, ёп, несерьезно. Так, ладно, одеваемся, короче. Из вот этой штуки. Давайте возьмем вот эту штуку. Ёп, они меня так бесят, эти палицы. Вообще просто, блин. Отвратительное гомно. Наносишь врагу, наносишь себе. И в этот момент враг тебе еще как в лоб даст, и ты полетишь. Куда? Домой, ёп. Мне не нравятся палицы. Вот хоть убей. Ничего не могу с собой поделать. Ну, не нравится она. Так, теперь подгоняем скиллы красиво. Угу. Это убрать. Это убрать. Что еще? Что добавить-то надо? Какой-нибудь уворот, не уворот. О, давайте я... я сейчас буду палец фигачить. Мне даже щит-то и не нужен. Ладно, насрать. Мне просто нравится быть с щитом с этим. А луки уже включены, да? У нас сейчас стелс, сейчас будет не стелс. Ну, все нормально, ёп, собрались. А вот этот мечик что взял на плюс 3? Ну, он раздолбанный, поэтому я его и взял. Плюс там что-то у меня еще должно быть в подземелье, да? Так. Блин, куда я выложил ключик, ребят? Что-то таскал в руках. Можно вот это, кстати, тоже заломать, да? Таскал. Блин, еще одна палица, ёп. Палицы этих как грязи. Не понимаешь? Ну и давайте вот это все берем сразу же. Я не смотрю компоновку, как у меня. Я просто, вы поняли, да? Набираю всякое раздолбанное говно. Что-то типа того. Так, поехали. А где найти ключи для истязателей? Все банально просто. Вот они где. Подземное капище называется. А где найти ключ? Дорогу к подземному капищу. Я тебе сейчас отвечу просто великолепно, как и другим отвечал. Но ты, к сожалению, не воспользуешься моим советом. И будет у тебя сложности еще дальше в этой игре. Тапни на локацию. И вот здесь с левой стороны, не с правой книги, с левой, у тебя должен быть рецептик капища. То есть тебе не нужен никто, чтобы эту инфу быстро найти. Зашел, потапал, посмотрел. Буквально минута времени. Не здесь. Ну посмотри здесь. Вот у меня здесь чертеж зачарованного сундука. А у тебя, допустим, будет дорога в капище. Боссов.
И проверь все локации, которые не временные, а вот просто. Не готовы, и будет тебе вход в подземное капище. Харит, давай новичок. Блински, ты меня Харит называешь. Ну, сказал бы тогда Хагрид, вот так как-то это. Как мажориста. Не мажориста вообще и близко. То есть для моего персонажа это просто я как нищеброд сейчас оделся. Ты понимаешь, что? Просто твой уровень развитости в этой игре пока еще очень низкий. Ну, будешь дальше играть, и ты вспомнишь, когда говорил: о, я говорил, это мажориста, а оказывается, это вообще нищеброд. Всему свое время, мужчина. Играешь, развиваешься, значит все будет. Каждую багряную охоту мы очень жестко развиваемся, нам очень много всего дают. А я играю немного, и я играю достаточно жидко. Ну ты, ну ёп, что за жидко? Я мало играю, реально мало играю, блин. То есть, если бы я больше играл, другое дело, да. Но я реально мало играю, ё-моё. И чё? Я не трачу ничего, блин. У меня только скапливается, ребята. Новичок. Не, ребят. Блин, кстати, вот кто-то сегодня написал коммент. Блин, по Лаздею 30 минут ролики, по Гримсолу 8. Вы понимаете, что, ребят, совсем разный формат. Формат по Гримсоулу, как по Лаздею, я уже услышал вас, ребят. Я понимаю, что он может зайти на канале. Но почему он еще не стартанул? Блин, попозже, ребят. Сейчас надо подумать. Потому что, если я его стартанул, назад дороги нет. Это не прикольно обрывать этот формат. У него приколюха в том, что вот он идет. Блин, а что я туплю-то, ребят? Он идет, и идет, да, и как бы развитие не надо тормозить. По стелсу стреляем, конечно. У нас там задания были по стелсу, да, сделать. И не одно. И стелс урон, и стелс на дальнее расстояние был задание. Ребят, перемотайте стрим в начале, я ролик это показываю, значит, закрома свои. Вот этих палец обоссанных, ненужных. У меня, блин, около 20 штук. Че, мне некуда их девать. У меня 77 левел, и прислужников для Харата пропали с локации 1 чел. Появляется прислужников на локах по черепам. Резо, именно. Хороший вопрос, Резо. Ребята, появление прислужников зависит от вашего уровня. Чем выше уровень, тем меньше прислужников и больше локация вам нужна. 40 очков вы заработаете в локациях 1-3 череп. Здесь не написано, что чем выше твой левел, тем меньше прислужников. Вот по-хорошему, если ты стартуешь в игру Grimsoul, правдой и неправдой тебе надо стараться 40 очков набирать в богах. Потому что они падают на каждой локации, никаких кошек, ничего тебе не надо. Но если ты маленького левела. Чем ты выше, тем они фиговее падают. Вот. Все правильно ты понял, Резо. Все правильно. Чем выше левел, тем меньше шанс появления прислужников. Соответственно, тебе уже нужна локация хорошая. 2-3 черепа, да? Если ты дальше будешь играть, прокачиваться, все еще хуже будет. И в результате ты дойдешь до того, что тебе даже на 3 черепах 40 очков ты не заработаешь. Тебе придется ездить на север. Вот сейчас, которого новичка я так потихонечку развиваю, да? Все. Ей не падают прислужники. Хоть обоссысь. Реально нету. Падает раз в 7-8 локаций. Ну, то есть вообще жесть. Хотя нету еще и близко 40 очков. У нее там 15 их, я не помню, ну очень мало. Вот так вот, ребят. Все, я вернулся. Гусенок КГЗ, привет. С возвращением. Хард, приготовь вкусный рецепт торт. Максим, не понял тебя. Макс, честно. Вкусный рецепт торт приготовь? Нет.
Нету у меня вкусного рецепта торта. Хоть убей, нету. Привет, я тоже, как и ты, заделался ютубером по ЛДМ, у меня ролик. Дэймон Алмазов. Да я с радостью тебе подскажу, но не на стриме. Дэймон, напиши мне в телеге завтра. И я тебе, как время будет, обязательно отвечу. Начало положено, что я тебе могу сказать. Молодец. Просто Харди, в гриме работает воин из-за угла? Не работает. Работал давным-давно. Олды помнят. Помните, олды? Был воин из-за угла, был. И ёлы-палы, прошло, наверное, пару часов, как его пофиксили. Реально. То есть, что мы делали? Мы били алебардой и прятались от удара рыцаря. Били алебардой и прятались. Ёп. Ну, пару часов, ребята. Честное слово. Если не час. И все, и пофиксили. Может быть, кто-то и словил, и попользовался. Но я точно помню этот момент. Я только нахожу его, грязь. И чё? И бамс, блин. Обновление ее, фикс. Я... Ничего себе, вот эта скорость, блин. Здесь есть сейчас специфическая такая штука. Если у тебя будет оружие с хорошей дальностью атаки, ты можешь бить через решетки там, да? Где легко проверить? В катакомбах предателей. И чё, через решеточки будешь бить, а тебе атаки нету никакой. То есть дальность атаки, да? Но тебя решетка защищает. То есть тебе по любасу он не ударит. Ну в принципе... Ну, это не воин из-за угла, это просто дальность атаки такая крутая. Вся история. Блин, что-то это, да, ребят? Ёп, не отнимают вообще. Капец, я набрал этих палец, ребят. Ну, вы сами видели, ну хлам. Для меня они хлам. Сколько я их набил, они отстой. Они двуручные. Они отнимают, ёп, мое драгоценное хп, вы понимаете? У меня есть другое оружие, которое двуручное, и мне оно ничего не наносит. То есть, вот и чем, прикол-то в чем. Вот поэтому для меня это полное говно, а не оружие. Но я набрал их, конечно. Блин, я забыл, что оно-то по факту-то очень даже не говно оружие, да? Оно отнимает. И чё? Блин, слишком много, ёб, я их набрал. Блин, нам со стелса, да, надо 7000 настрелять, ребят. Надо, блин, палицей бить, не палицей. Можно встретить фанатиков? Нет, нельзя. На первом этаже нет фанатиков. Только на втором. Это раз и два, ребят. Самое главное. Не переживайте вы за этих фанатиков. Чё за них переживать-то? Ты же умрешь, ты можешь прийти сюда и лут взять. Героик. Вот первое испытание для всех новичков. Героический режим. Это хардкор. Это умер, все потерял. Вот это жестко, да. А все остальные мероприятия в игре Grimsoul вообще никаких сложностей. Ну, реально. Умер, пришел, забрал лут. Ресурсные локации — это дичь. Там смерть и все ты потерял, да? Ну и, соответственно, вот героический режим в подземелье отрекшийся. Во временных событиях не считаю, что что-то такое сверхъестественно сложное. Почему? Ты же видишь время этого события. Правильно? Ну и все. Значит, ты подравнивай так, чтобы ее... Ты понимаешь, что ты, если упадешь, то тебе надо успеть вернуться, забрать свой лут. Поэтому. Блин, со стелса, да, ребят? Надо фигачить реально со стелса. А иначе нам удачи не видать. Задание такое жесткое, 7000 настрелять. Блин, рыцари ее побассаны. Негодяй. Ладно, чё париться, блин. Да, вообще плевать. Оу.
Давай, давай. Ну, хорошо. Давайте, кстати, возьмем вот это ошеломление. Так. Зачем? Чтобы было. Арбалетов, конечно, надо было побольше, да, наделать. Все, ну, хоть так вот со стелсика бы фигачили. Первый этаж можно собрать пыточный стол? Максим, именно так это и делается. Проходите первый этаж, собираете стул, допрашиваете мужчину, он вам говорит короткий путь на второй этаж. Третий этаж. При нем. Не надо открывать доступ отдельно на третий этаж. Третий этаж идет в пакете вместе, так сказать. Со вторым этажом. Именно так это и делается. Ты был бы рад, если бы в Last добавили скин на рюкзак со значком твоего канала. Фокси, просто у разрабов сейчас не до этого. Уже давным-давно этот момент обсуждали. И что-то должно было быть. Ну, пока вот не до скинчика рюкзака. А так, по факту, Фокси... Ну, как бы, я думаю, плакать точно не надо из-за этого, да, если добавят скинчик рюкзака. А если не добавят, ответ все тот же. Плакать точно не надо. Я даже не знаю, как тебе сказать. Слушай, вообще насрать, да? Конечно. Захотят разрабы, добавят, отлично. Не захотят, не добавят, супер. Серьезно? Да. Почему? Ну, наверное, потому что, блин, я не школьник, и это не прям обосраться событие для меня будет. Ну, так прикольно, чё. А если бы не просто добавили, а дали, значит, мне побольше этих рюкзаков, чтобы я мог разыграть среди своих подписчиков. Вот тогда был бы толк прикольный, да. Я сразу, короче, так собрался, да, что следующий этаж фигачить. Блин, на самом деле бестолково собрался. Можно было гораздо больше выполнить задание. Использовать активную способность. Вот это вот использовать активную способность, ребят, смотрите, вот эта способность набирается гораздо больше, чем вот эта способность. И чё? Поэтому берем кольцо льда. Вот чё. То есть не прямо сейчас обязательно на стриме выполнить ее, да? Зачем? Куда ее торопиться? Но чтобы вообще выполнить ее, да? Цель в этом. Соответственно, чем больше настреляем сейчас на стриме, тем лучше. Угу. Рыцарь. Не, потом вот это вот. Кто там? Шкет. Отлично. А теперь давайте вот так. Это прям хорошо прокачка по урону со стелса, потому что... Бэм, ёп! Потому что большая палка-моталка, да? Ты же меня не убиваешь? Ну и ведьме давайте по хребтине сейчас. Как? Нахлобучим? Блин, соточка. Задание какое-то выполнил. Так, это себе оставьте. Это мы подожрем. Давайте посмотрим, что мы сделали. Раз, два, три. Сейчас еще одно задание сделаем, да? Мне нравится делать, когда накапливаются задания. Если вы прям каждый день фигачите, в этом есть тоже своя прелесть. Вас не напрягает такой огроменный объем, да, заданий, а когда это все успеть. Так, давайте сразу выкладываем, ребят, то, что мы возьмем на следующий этаж. Вот это с собой понесем. Это все выложим. Это с собой. Блин, ну вот, да. Так, ну давайте вот так сделаем. Лук вот этот нам особо на следующем этаже не поможет. Ну там подрывников убивать, это все понятно. Но не, надо чуть-чуть нам по-другому. Так. Блин, ребят, на самом деле вот просто, ну чтобы вы понимали, да, ну, как-то вот правильно, чтобы вы поняли. Уже был разговор про рюкзак, не я его завел, разработчики сами. И чё? Ну что-то сорвалось у ребят, понимаете? А я, значит, как нормальный человек, не напрягаю
Значит, в такой ситуации. Мне же не 15 лет. Ну когда? Ну когда? Ну когда? Ну когда? Это, блин, вообще бесит. Нормального человека это бесит. Что ты дергаешь-то меня? И уж тем более не надо говорить. А помнишь, ты говорил? Мне периодически вот такие даже предъявы, да, пишут. Но, опять же, я же понимаю, что это дети. Ну и чё ее? Где моя награда? Не понял. Такие заявления, такие предъявы, да? Блядочки. И чё? Я в этот момент отвечаю шуткой. Может быть, среди вас есть, кому я уже отвечал? А знаете, что я отвечаю? В пути. Или на почте задержалась. Ну, как-то вот так вот. Я отвечаю юморно, дерзко, чтоб ты понял. Что, блин, ты чё, так общаешься-то некрасиво. Ну, блин, я вот как-то даже не так выразился, гораздо резче, да, периодически. И чё? Ну, бывает иногда вот, да, задерживается. Сейчас, я надеюсь, 15-16 придут кодексы или печати. Кто написал, что мне кодекс уже не нужен. Может быть задержка, может быть, ребят. Я об этом не каждый день сообщаю. Но сейчас разрабы сами сказали, что там у них внештатная ситуация. Почему? Ну, мы все живые люди, да? Может быть внештатная ситуация. В этом нет ничего необычного. Это ж самая, блин, стрёмная вещь, ребят. Она в жизни каждого человека происходит. Когда даешь обещание от чистого сердца, от души, и нарушаешь обещание. И чё? И вот если человек тебя будет дергать и говорить, вот ты проотвечался и т.д. и т.п., разрывайте с этим человеком на максимум, ёпа. Отношения, разрывайтесь вообще. Почему? Блин, вам не нужен этот человек. Ваш человек отнесется с пониманием, он поймет, он будет знать и верить в это, что ты его не обманываешь, что ты от чистого сердца, от души. Просто так получилось, еб. Такое случается только с лючами из нас, еб. Шоколад к успеху шел, не фартануло, блин. Вот. Поэтому, да, я как-то вообще нормально отношусь, когда там разработчики что-то пообещают, что-то не случилось. Ну и что поделаешь. Мы все живые люди. Может быть, конечно. А кто скажет, не, я всегда вообще, пацан сказал, пацан сделал. Ну, конечно. Так, переходим на второй вандомический этаж. Ребят, чисто задание делаем, никакой другой цели нету, да? Книжки я вроде посмотрел, вроде бы у меня все есть. Если нету, то только эти, как их там? Ну, там ерунды нету, короче. Эй, ты, ёпа. Блин. Важен был стелсик. Конечно же. Стелсик важен. Что там? О, хорошо. Зараза ты отрекшийся. Не мог как нормальный парень всосать. Блин, ловушку. Кто ее там поставил? Понастроили. Хту, блин. Пароход мне в бухту, ё-моё. Темное отродье. Молодец, хоть ты порадовал, парень. А то вот вообще негодяи. Не дают мне стелси. А, еще одно. А как ты меня заметил? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Глазастик. Блин. Я, значит, сегодня, да, захожу на кухню. И чё? Ну и состоялся у меня серьезный разговор. Серьезный мужской разговор с нашим котом. Я ему говорю, вот скажи мне, я думал, ты гусыня, которая рано или поздно начнет нести золотые яйца. Как это понять? Надо было просто что-то сказать. Любую фразу и научиться говорить. Я бы это снимал на видео и вообще капец. Да? Конечно. В результате, говорю, что ты делаешь? Ты только 2 своих яйца носишь. Жрешь и срешь, негодяй. Да почему? Да бесанул, опять просит жрать. Он постоянно просит жрать, да? Он ничего не делает. Он мурлыкает раз в году, честное слово. Нормальный кот отрабатывает как бы свой паёк. Он мурлыкает. Каждый раз, когда ему говорят «мурлыкай», он мурлыкает. Этот нифига смотрит на тебя тупым взглядом и опять просит жрать. Как?
между ногами обтирается. Вот так вот, ребят. Вот так вот сегодня, блин, у меня произошел серьезный разговор, ёп. Не получился разговор. Знаете, да, гусыню, которая золотые яйца несет. Представляете, у вас кот заговорит. Только не как-то там вот фигня какая-то вот в инете там, а реально, натурально. Вот просто натурально, ёп, заговорит. Ой-ой-ой-ой, грязь вообще. Если вы не знаете, что с этим делать, звоните мне. Прям пишите, мы созвонимся и начнется жара. Блин. Это ж капец, блин. Как интересно будет во всем мире посмотреть. Говорящий КТ. Восторг. Ну, конечно, только натурально. Не какой-то настоящий, блин. Блохастое чудо говорит. Кому-нибудь падал кожаный шланг? Суккубус КЗ. Так я же в ролике показал. Ребят, кстати, вот меня удивило, почему в видосе про кожаный шланг-то не заметили. Я же показал кожаный шланг. Я его выбил. Он вам открывается после того, как вы выбьете рецепт. Выбейте рецепт, открывается кожаный шланг. Все просто. Пока рецепт не выбили, нету кожаного шланга. Я прям показываю видео. Нету кожаного шланга. Выбиваем рецепт. Появляется кожаный шланг. Все. Механика простая до безобразия. Там тебя, ёп. Блин, лучше бы состелсился как-нибудь. Пофиг как. Так, ну пока хорошо, да? Они прям спинкой повернуты к нам. Так, и вон там еще какое-то чудище. Ай, блин, зачем ты это сделал? Ой, бестолочь. Ой, блин. А, вот так вот. Вот так вот поговорили, да? А чё? Ну я же мог состелсить его. Ну ладно, сразу. Быстро отошел. И хорошо, сразу мне набрал следующий скилл. А, кстати, какая разница между обычным и героиком? Ну, на героике падают специфические там штуки для прокачки. Там кубки, да, не кубки. Плюс вероятность по идее. Почему по идее? Потому что не доказано. Вероятность там книг лучше, там короба лучше. Но это не доказано. А многие игроки вообще утверждают, что фигня это все, ёб. На обычном режиме чаще выбивают короба, чем на героике. Вот как бы такие отличия. Какие? Никакие, если проще. Единственное, что на героике падают кубки. Сейчас выйдем, я покажу обязательно, что за кубки. Здесь их не падает. Они необходимы, чтобы алтарь прокачивать. А без прокачки алтаря ты никогда не станешь, блин, крутым. Ты не разблокируешь вот эти вот замки, и у тебя не будет кучи-кучи скиллов. У нас в Grim Soul как такового классического уровня прокачки нету. У нас есть скиллы, и через них мы прокачиваемся. Но их надо не просто прокачать, надо еще их поставить на себя. А поставить их невозможно, если у тебя будут замки. Все. Полный расклад дал, ё-моё. Где мне взять книга рецептов все? За деньги, за донат. Книга рецептов все. Если тебе надо. Поваренная книга называется. Либо выиграть в розыгрыше на канале. Ребят, да, в ближайшее время разыграем вот эти поваренные книги, которые вот здесь продаются. А почему? Ну, а почему нет? Секреты полевой кухни. То есть все виды рецептов, да, у вас будут заучены. Эти страницы и самому можно найти. Где они? Ну, вот здесь они называются «Лагерная поваренная книга». Да?
То есть ты можешь играть и найти самостоятельно все эти рецепты. Именно книжку, да, что у тебя будет записано. Я, кстати, твой плейлист пересматриваю, а то моему новичку надо проведение делать. Songbird, привет. Не кубки, а колокольчики. Ну да, я их кубки назвал. Ну, суть вообще простая на самом деле. Мы сейчас, когда выйдем наверх, я покажу, да, чем отличается. А так вообще по факту, честно, даже не понимаю, зачем тебе этот вопрос мне задавать. А зачем тебе эта информация? Как это? Ну, реально, вот зачем тебе эта информация? Чем отличаются героик от негероик? То есть ты когда докачаешься, да? Когда докачаешься, ты сам все узнаешь, сам поймешь. Ты сам пойдешь. Собственно, тебя никто заставлять не будет. Ты будешь вынужден, и ты пойдешь на героик. И самое главное, вот, что надо знать о героике. Не то, как отличается лут, а как отличается геймплей. А геймплей отличается. Умер на героике, все потерял в момент. Это раз. И два. Они воскрешают. Засранцы. У тебя дополнительный дебаф и достаточно жесткий. Там увороты, не увороты. Скорость бега у них больше. Зрение лучше. Короче, героик это жесть. Реально. В сравнении с нормалом. Я сейчас мог налегке пройти героик, потому что я уже прокачанный. Но я бы тогда меньше комментов отвечал. Вся история. Поэтому, когда не надо, я не иду. Не надо. Зачем? Я комменты тогда не буду отвечать, буду смотреть, да, больше за игрой. А так, полузакрытыми глазами, скажем так. Вечер добрый, подскажи, книга для повышения уровня алтаря. Блин, что-то пытаюсь я вспомнить. Книга для повышения уровня алтаря. Это книга мертвых, да? Правильно я понимаю? Я просто не помню первый уровень. Я понял, подскажите. Вот это ты правильно сделал. Ты вопрос задал в общий чат, а не мне. Я не помню, я давным-давно уже этот момент прошел, ребят. На новичка только заходить, смотреть. Что там за книга? Ну, у нас две книги. Одна книга это героик, да? Книга судеб. А книга мертвых, она попроще. Вроде бы тоже здесь падает. Но она проще, она падает активнее, скажем так. А так, честно, блин, даже вот и не помню уже. Но для повышения алтаря, вот, правильно кто-то написал. Для начала надо рецепты выбить. Ты про него, что ли? Потому что есть книги. Ну, то есть, но тебе надо рецепт именно выбить, а не уже составные части. Правильно я понимаю? Ча-барбарис. Блин, ну ты вообще, ёп, книгу выбить для первого левела, ну чего? Так третий левел, блин. Слушай, Ча-барбарис, напиши, что тебе надо. Для начала, вот просто напиши четко. У тебя какой левел алтаря? Ты его уже выбил, рецепт? И теперь повышаешь уровень? Ты уровень повышаешь? Ты написал первый уровень. Есть рецепт, то есть надо рецепт выбить для начала, чтобы можно было собирать. И есть составные части. Вот в составных частях алтаря есть книга. Блин, ты очень запутана, короче, да, так прям вообще. Вот, я тебе уже сказал про две книги. Одна книга, которая самая лютая. Ее можно достать только на героике. С Айзенборга.
И падает она, зараза, крайне редко. Ёп, я сейчас умру. Ребят, что делать, а? Нет, нет, нет. Ой, ты зараза, не убивай. Всё, у меня амулет уклонения, ребят. А чё я так не боюсь-то? А чё бояться-то? Умру. Прибежим назад. Да? Блин. Фу ты, ёп. Фу. Умру, прибежим назад. Чё бояться-то? В этом прикол, это же не героик. Просто да, время тратить. Вот оно нам надо, ёп, время драгоценное тратить. Согласен. Чабарбарис. Блин. Напиши еще раз. Ты алтарь прокачиваешь на 3-й левел? Книгу судеб. Такая красивая книга, я ее показывал. Выбиваешь на героическом режиме. Обязательно убивая Эйзенборга. Где она тебе упадет? Она с него тебе упадет, но это не важно вообще. Важно, что тебе надо дойти до Эйзенборга. Все остальное прицепом будешь вынужден проходить. Проходи героик вместе с Эйзенборгом. Вот эту книгу можно будет обменять на книгу мертвых у торговцев. У меня ролики есть, соответственно. Можно посмотреть это в видео, как это делается и где я это делаю. А вот то, чего нету в видео, я уже говорю, что одному повезет, а другому не повезет. И тебе придется ради одной книги 15-20 раз проходить героик. Один героик. 15-20 раз. Ради одной книжки. Вот так вот. Просто ты написал, ну очень запутанно, реально. Ты написал в начале 1-й левел. И непонятно, что 1-й левел. Рецепт. Причем без книги-то. Там нету никаких книг. Ага. Ребят, уходим, да? Уходим, потому что потому. Чтобы еще куда-нибудь успеть на стриме сбегать. Помимо этого заведения. А что, кстати, там по заданиям? Давайте глянем. Второй истязатели, ёп. Тьфу ты, блин. Блин, я фигово задание прочитал. Ну ладно, блин. Истязатели уже-то не успеем. Босс-некромант. Это босс. Такой слабенький, но босс. Давно не заходил. Агро. А ты как считаешь? Ты меня спрашиваешь, постороннего человека, достойная ли игра? Ну ты что, серьезно, что ли? Да, это крутая игра, без вариантов. Но тут дело не в этом. Тут дело в том, что тебе какой вообще жанр нравится. Лучше средневековая выживалка. Просто не существует игр на данный момент. Вот я лично так считаю. А там, которые там негативят. Слушай, вот каждый, кто негативит, ты прежде всего у человека возьми, спроси: слушай, а ты сколько вообще наиграл? Вот если он скажет тебе, да буквально полчаса поиграл там, он даже не распробовал. Если он скажет там 2 часа, мне не понравилось это, ты собственные выводы сделай. А если он тебе скажет, что он наиграл там 3 года, это о чем будет говорить? И насрать, какой он там негатив льет. Вот. Выводы надо делать правильные, исходя из информации. А там вот это, ну, просто спустя время она стала, блин, другая. Не, просто человек переел, ёп, вот и вся история. Голодный сытого никогда не поймет. Блин, что-то типа того. Так, шикарная игра. Что я тебе могу сказать? Я просто не понимаю, вот ты говоришь, ты ушел. Куда ты ушел? То есть просто не до игр было.
Или ты во что-то другое играл? Игра как была топошная, так и есть. Есть что-то еще подобное там, чуть-чуть про драконов, там по-другому, ёп, ну по-другому, ну реально. Потом еще одна от Mail.ru, да, игра. Кто не знал, вот я знаю, что она от Mail.ru. Забыл, как называется. Как же она называется-то, ёп? Что-то там Spellcraft, ёп. Короче, есть аналоги. Но это все не то, реально. Блин. Нет, ты зараза. 2 подрывника. Я надеялся за эту бутылку, ребят, гораздо больше сделать. Опять подрывник. Как? Ну вот так. Быстрее, 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 быстрее. Не, все, фигня полная. Блин. Ёб, негодяй. Негодяй вообще. И не говори. Иди сюда, блин, говно. Быстрей. Что еще придет? Ну придется, ребят. Можно было что-то поискать и найти, да, подешевле. Блин, можно, ребят. Ну вот мы вот так вот сейчас, да. Динамично, активно, быстро идем насрать как, типа того. Я перепутал на самом деле задание, нам вообще не надо было это делать. Блядь. А итог-то какой? А вообще не сюда надо было идти, надо было в истязатели идти, представляете? Блядь. А здесь что? А в любом случае, как бы, да, когда ты скапливаешь задания, какая разница? Все равно движ идет. Ничего себе, я сколько всяких разных заданий сделал. Нормально? Нормально. Сейчас еще огонек возьмем, да, подожжено противников. Блин, надо было уже брать огонек. Что-то человек так и ничего не ответил. А, все, ответил. Чтобы повысить уровень алтаря 2, надо 2 книги судеб. С первого этажа героика можно выбить? Нет, нельзя. А, уже ответили, да, тебе? Ягморт, спасибо. Нельзя, нельзя. Только героик. То есть, ребят, блин, вот такие вещи вы даже сами можете догадаться. Сделано как? Чем дальше в лес, тем больше дров. Если ты качаешь какие-то уже там вторые, третьи левела, и у тебя попадается, допустим, подземелье отрекшихся, где есть изи и хард, тебе нужен хард. Если тебе говорят в истязатели идти что-то там уже второго, третьего левела, тебе нужен финальный босс кран. Блин. Как, ну как, то есть в соотношении с тем, какая у тебя цель поставленная, да, что от тебя требуется, можешь понимать сложность этого. Это не будет в легких, это будет в сложных, значит, красках. А обычный режим, он для новичков. Вот здесь обычный режим. Он для новичков, которые игроки вот-вот, ёп, только пришли в игру. Вот для них обычный режим. Ознакомиться, так сказать. Понять и понять, главное, да? Надо оно тебе или не надо. Что это вообще за игра и что тебя здесь ждет? Вот первый этаж, да, подземелье отрекшихся. Это вообще для нубов. А Айзенборг там, ну это уже да. Это уже кто, мягко говоря, задержался в игре. Ничего себе до Айзенборга дойти. Так, ну что, так же, да, ребят? Дурью маюсь, так же фигней вот такой. С плитовой такой парашей. Это сломают и чё? Давайте вот так, короче, сделаем. Засралась я, да? Засралась.
Давайте сюда их выложим. Это здесь закрома с какого вообще века? С 900 японского ее, блинчики. Я уже давно сюда не хожу, ребят. Я вот этот этап, да, прошел. Все собрали, все супер. Айзека все так же фигачу вот так вот красиво. Ну, я считаю это красиво. Не выдумываю стандартненько. Блин, еще надо было... Вот я понять не могу, почему вот так вот, ребят? Как я так собрался-то, а? Пойдемте-ка домой сбегаем. Вот. Питомца не взял. Ну, полный идиотизм. Пойдемте сбегаем домой, да? И да, ребят, не забывайте через сайт разработчиков. Ну, просто наилютейшая штука, я считаю. Чё там? Каждодневный вход, да? И все такое. Блин, очень крутая штука. Рекомендую. Так. Давайте еще вот так. Вот этот стак понесли. Не, я согласен. Я об этом и говорю, Ягмарт. Я же поправился, я об этом и говорю. Какая разница, что мы задание не выполнили? Багряная охота вообще как качается? Как качается багрянка? Просто убивать надо врагов. Сколько? Много. Соответственно, подземелья отрекшихся, подземелья истязателей. Это великолепно. Плотность большая, беготни мало, только сражаешься и сражаешься. Я же это и сказал, Ягмарт. Какая разница? Ну нет задания и насрать. Важно, что просто надо фигачиться. Хард, ты умер. Крутой лут я потирал. Катакомба была 3. Фанатика можно изгонять свитками ужаса. В этом вопрос, да? Можно, можно. Еще как. Нужно. Если ты новичок, вот, ну как, что значит новичок? Ну вот сравнительно недавно ты начал играть. Забираем, ребят. Забираем. Яп. Церемониальный меч. И вот она, волшебная просто ждуга-дрюга. Блин. Таинственный фолиант. Ну, для топов это огонь. Ну, вот это тоже не менее важно, да? Вот для новичков, вот честно, ребят, не так важен этот фолиант. Тебе просто книжки нужны. Ты новичок, тебе просто книжки нужны в больших количествах. Блин, не представляете, ребят, мне нужен шкаф. Мне нужен шкаф для брони и для оружия. Да нет, я думаю, многие представляют, да, что это не представляете. Хай-левелы прекрасно знают, что это прям вообще капец. И что? И это вот как раз показатель того, у нас был сегодня человек опять, нуб, новичок, который ничего себе мажорская сборка. Еще и близко не мажорская сборка была. Ну реально, нищебродская сборка была. Зачем ящики оружия новые покупать и брони? Потому что девать некуда. Вот, зачем. И чё? Все классно скапливается. Если ты участвуешь в багрянках, не пропускаешь более-менее события, там, могильник, да, этот, как его, скажите, я скажу, колыбель скверный, боссов, горит, хальт, врагна. Все, ты обречен на успех. Копиться будет, и копиться, и копиться. Да до безобразия будет копиться у тебя лут. И чем дальше, тем у тебя все будет легче и проще. И самое сложное по итогу останется, это где найти время, чтобы поиграть. А не с чем проходить, с каким оружием, не оружием, в какой броне. Это только поначалу, да, ты думаешь, выживаешь, оптимизируешь, да. Поэтому у меня поначалу именно такие ролики и много очень именно таких видосов. Оптимизация, эконом прохождения и так далее и тому подобное.
Но это все было до багряных охот, ребят. Ну чё, блин, это, смеяться-то? Я недавно обнаружил, ребят, что у меня есть два вот таких клинка. Не помню, где-то выбил на стриме. На стриме где-то или в ролике. Клинки Самума. Ничего, редкое оружие, обосраться. Единственное и неповторимое в игре двуручное на две руки. И чё? Гладиатор. Гладиатор с двумя мечами, ё-моё. Ну, знаете, есть даже плюсы. Иначе я в ролике во вчерашнем... Не, в сегодняшнем, да, сегодня этот видос вышел. Что-то я путаю, блин. Я бы просрал эти клинки. Они у меня в единственном экземпляре. Пускай еще полежат, короче. Ну, классные мечи без Б. Мне в любом случае, ребят, нам багрянки, события, активно вообще разрабы хорошо дают нам оружку, да. И чё? Мне в любом случае не нравится, значит, система вот эта. Мне нравится больше крафт. Когда я могу то или иное скрафтить. А не вот как у нас, что нам падает, да? Нам много падает. Опять же, если вы играете давно, то вы знаете, да? Никаких проблем нету. Действительно. Плюс, разрабы дают возможность крафтить брони. Броня действительно. Тебе нравится какая-то броня? Нравится стиль игры в ней и т.д. и т.п. Поиграешь, повыживаешь, и ты сможешь бегать в своей любимой броне. Без Б. Ну, естественно, не с полтычка. Вот, да, вот эта броня, к примеру. То есть надо еще сталью обзавестись. Но ты можешь. А с оружием? Не-а. А с оружием? Не-а. Не сможешь. Почему? Ну, по всему. Стальку надо перезарядить, ребят. Только давайте-ка вот эти штуки уберем. Зачарованное серебро плавится только вот этой фигней. Короче. Поэтому вот так вот я делаю. Все остальное плавим досками, да, зачарованное серебро этой древесиной. Ее тоже достаточно много дают в игре, сделать их нельзя, только выбить. Как бы проблем не будет, да. Агро! Прикольный ты. А, блин, ну вот, вот. Те, которые были подписаны люди на первый канал Печка ТВ, нашли меня. И огромное им за это спасибо. О, кстати, ребят. Бамс. Ну что, оружие с фрагмой. Да, прикольная штука. Не помню, в каком-то событии нам давали такую, да? Так. Ну что, может как-нибудь Эйзенборга наказать интересно? Да нафиг, чё, какой ёб интересно, да? Пришел, увидел, победил, все. А после него поехали дальше. У нас еще много дел. Так, все, волка взял, да? Давайте еще раз. Сегодня я на стриме вообще практически не смотрю вот эти задания. Урон питомцам, урон питомцам. Сейчас сделаем. Боссы. Угу. Проклятые инквизиторы. Ага. Подожгите противников. Съешьте северную похлебку. Вот она, красавица, северная похлебка. Так. Ну, делать так красиво, да? Чё, блин? И подожгите противников. Отлично. Блин, ну давайте вот так возьмем. И... Ох, спасибо Горидику за это все безобразие ее. Давайте вот этой штукой. И мы сейчас по пути еще привратника, да? Нам боссов надо убивать и поджигаем противников. Темное подношение. Очень редко я на эту штуку хожу. Что там с сайта разрабов? Я тебе могу напомнить, давайте 5 сек буквально. Да что там дофига делов. Там каждый день что-то. На второй день лояльности, на второй день. Daily Reward сейчас. Второй день энергетик, третий свиток лечения, потом ловушка, бандажи на пятый день,
На 12-й день эти руны огненные. В самом конце 100 тайлеров. В предпоследний 21 день. 21 последний. Бомба и 100 тайлеров, если ты не пропускал ни одного дня. Это раз и два. Ты же еще 10 тайлеров достаешь. То есть ты заходишь за своими тайлерами, традиционно, скажем так, и тебе попутно еще прицепом сыпают каждодневный ревард. Мне кажется, очень даже неплохо. Прям вообще нормально. Подожгите противников, да, вот здесь самый самокат. Надо было оставить в покое, блин, волка. Блин, ай ты, ёп. Волки, ну давайте хоть это, хоть вот так, да? Не умирай. 3 поджог-то. Факел надо было взять, ребята, да? Блин, балбес. Факел надо было взять, блин. Что я не понял? Подождите противников. Ловушка дана... Не, факел надо было взять, да? Подожжено противников. Давайте, пока я не ушел, тогда вернемся домой за факелом. У Айзенборга 4 помощника, плюс сам по себе Айзенборг. Хватает? Нормально. Чётенько. Истязатели для новичка сложновато будет. Согласен с тобой. И именно поэтому новички не попадут в истязателей. То есть все как положено, да? Новичков не пускают в истязателей. Еще их правильно делают. Зачем? Там эти ловушки, там эти топоры, метатели, блин. Там столько всяких... Блин, да ёб, куда ты поторопился. Столько злодеев. Нет, подземелье отрекшихся это для новичка. Чисто ознакомиться, да, замкнутое пространство, разношерстные враги, от обычных застранцев до рыцарей. Разных рыцарей. Просто мощный, больно бьет, но медленный. Менее мощный, больно бьет и немедленный. А который догоняет в случае чего ты замешкался. На 2-м этаже добавляется уже жары, так сказать. Появляется подрывник. В конце тебя готовят к Айзенборгу. 2 яростных застранца, которые ускоряют атаку и нагибают тебя. Ну и все, ты готов к Айзенборгу. Приходишь и всасываешь честно. Пока не начнешь понимать, что оказывается у него есть обилки, скиллы, и он вообще интересный парень. Огненный лук можно было взять, точно. Да не, блин, Дима Мексика, мне просто жалко, блин. Честно, мне жалко огненного лука. Я за Горида вот этого выбил один единственный. Я хотел бить не легендарного Горида, а героик, да, чтобы вот ради, значит, ну вот что-то хотел и не получилось. Так, все, поехали, ребята. А что за обнова? Обнова у нас багряная охота обнова. Ну и так, по мелочи добавили. Блин, не показал шнуры эти кожаные, да, ребят? Что они идут, падают. Но я в ролике эту тему показал, прям вот классно получилось. То есть, нету шнуров, нету. Но как только я выбиваю рецепт, учу на локации, которой не было шнура, он появляется. Но пока ты рецепт не выбил, не будет шнура. Так устроен этот мир. А ты что такой дерзкий, а? Вообще я не понимаю. Блин, сейчас, погодите, ребят, я пытаюсь это понять. Что я хотел-то? Ёб, капканы не поставил, да? Вот, блин, бомжа разбудил. А что, факел разве не поджигает, ребят? Поджигает же, да? О, нормально. О, не надо разных врагов, можно одного. Вау, волшебство. А, вас уже 2 говноеда. Ничего себе вы, ёб, какие. Их 2, блин. Ой, ёб, их 3. Волк.
Волк, ты дерзкий, блин. Что ж ты творишь? Ну ладно, у нас огненная алебарда, не прибедняйся ее. Всех порвем. Один останусь. Волк, ты дичь вообще. Блин, ё. Ну ты даешь, блин. Ну даешь, волчара. Грязь, да? Ребят, я такого не хотел, но даже классно. Че, я прям проснулся, короче. А то уже прям засыпать начал. Волк, помогай! Все, серьезно, съел? И еще как? С говном, ёп. Сожрал с говном просто Айзенборга. Блин, не этого надо было. Надо было вот того с булавой. Вот этого. Давай, вот этот, фас! У ты молодец, моя рад. Че, проголодался? Ты вовремя. Отвали, блин. Гадун. Галунд, ёп, гадун. Чуть не поругался. Что-то мне жалко, если честно, ребят, тратить эту штуку на него. Давайте-ка вот этой вот. Привет, Ерон. Привет, Блин, ребят, это, чтобы вот понимали, да, это нормал режим. Для хая, конечно, это фигня. А чё это так меня больно ударил? Да выходи, выходи, чё? Дверь открыть не можешь? Ёп, понаберут по объявлению, блин. Рыцарь-охранник, дверь открыть не может. Да, вот такие они, ребят. Вроде страшные, а такие банальные вещи не понимают, что делать. А, они все такие, да, чё я гоняю-то? Они все такие. Они включают режим бешеного хомячка, когда чуть-чуть хп у них остается. Подожжено против... О, лошадку выбили, ребят. Прикольно. Че, я их коллекционирую. У меня уже всякие есть. Есть вот такая, есть резная с лапками. Блин, я рассказывал же, да, историю, как мы идем, гуляем. И мама... Рассказывал, ребят, ну кто-то точно не слышал. Это было на Last Day. Значит, идем, гуляем, да. И чё? Ну и мимо проезжают на пони. Ну, чтобы дети катались, да. Мимо проезжают на пони, короче. И мама спрашивает: да, не хочешь на пони прокатиться? Он такой: нет, мамочка. А почему? Я буду ехать, а она срет. Блин, я дословно не вспомню, но это было смешно, реально. Вот так вот, не нравится ребенку, что он сидит на лошадке, а она начинает какать. Ну да, неприятно, да, и ты чувствуешь, как вот это вот. Блин, грязь вообще. Что произошло? Где что произошло? Лютоволк съел Айзенборга с говном. Полностью, как? Полностью сожрал. Хлам вообще. Поэтому и толпа скопилась, потому что он начал кидаться и начал уничтожать его. Ни косточки, ничего не было, ребят. Ни команды фас. Ну вот только, да, вот эта штука. И чё? А вы, блин, посмотрите, какой монстр. Сейчас покажу. 50 атаки, плюс у него яд, да? Вообще лютый чувак. Будет еще Аиса? Нет, почему? Не обязательно будет Аис. На самом деле я не хотел идти на Аису. А куда хотел? Блин, нам есть куда на самом деле пойти. Надо пойти просто в обычную локацию. Какую? Обычную. Вот самую обычную локу надо сейчас сходить. Я редко на стримах в последнее время вообще хожу на обычные локации. Мы все что-то шаримся по каким-то рудникам, истязателей. А надо и обычные локи фармить. Поэтому давайте сходим в обычную локацию, ребят. Что нам там надо? Сейчас посмотрим. Питомцам. Чин. Значит, боссов убейте. Угу. ПППППП. Жертв. Ну, истязатели, это понятно. Где-то ведьма была, разве нет? Я ее уже убил, точно, да? Из скрытности урон теперь надо наносить. Угу.
Активную способность, блин. Ребят, вот с активной способностью достаточно такой прикольный момент. Я не помню, чтобы я что-то такое снимал в последнее время. Какая, по-вашему, самая быстрая по сборке здесь? Ну, то есть нужна активка, которая быстро, да, откатывается. Они не одинаковые. Что-то быстро набирается, что-то фигово. Соответственно, чем круче способность, тем дольше она набирается. Андрюха Покедова, спасибо, что заскочил. Команда ФАС. Уже писали про команду ФАС, Дима. Это не ты писал? Блин, ну это прикольно. Я потому что без понятия, реально. Что-то я этой... Не занимался этой темой. Без понятия, что хорошо, реально. Отпугивание гостя. Кирикачто. Команда ФАС с одного удара зарядка. Отпугивание гостя и команда ФАС. Да, ребят, спасибо. Значит, команду ФАС берем. Что нам? Пирожок. Пирожку не терпится это. Все. Не терпится, короче, на самокате покататься. Я уже сказал, да, в начале стрима, ребят, еще YouTube, наверное, не работал. Завтра от меня отчетность, конечно же. Огромное спасибо всем за постоянную поддержку. Все, ребенок, блин, давно уже просил этот самокат, короче. Почему? Блин, ну... Я рассказывал, да, историю. Идем, он разгоняется через маленькую такую штучку, он через нее всегда проезжал. Пригибается чуть-чуть. И как ныряет, хорошо бы башку не разбил. И чё? Я ему говорю, Дань, ты не пригнулся. Он пригибается и опять. Я на этот раз уже был, я его еле словил. И он опять и клюет. И чё? Фишка в том, что он просто подрос. И для него этот самокатик уже трехколесный, банально маленький. Ну, соответственно, палка вперед вытянулась, да, и рычаг больше стал. Все, надо уже это. И чё? Ну и все, блин, он, как и все современные дети, он привык к самокату прям до безобразия. Как так без самоката? И он без самоката, блин, наверное, ну, больше месяца-то точно сидел. И вот сегодня после стрима мы пойдем с ним на ночь глядя, ёб, на самокате кататься на его новом. Счастье было, полные штаны. Так, поехали. The Teacher, привет. Пони-то ладно. Ну, блин, не знаю в фокусе. Ну вот, тут прикол в том, что реакция 6-летнего ребенка, значит... Почему он не хочет на пони садиться? Потому что она живая, она срет. Блин, жесть. И чё, ему не нравится это? Мистер Кэт, привет. Тут дело не в скелетом, кто умеет, кто не умеет, ребят. Дело именно в прикольном моменте в этом. Так. Блин, я еще хотел карты поиграть, ребят. Может, карты лучше поиграем? Что мы столько заданий, да, выполняли. Давайте карты поиграем. Сколько? Да прям вообще чуть ли не до конца стрима. Плюс карты, они не напрягают. Их можно играть, и играть, и играть, ее поиграть. Так, это моя несгорайка, это моя коллекция лошадок. Вот эти молитвенные колокола выбиваются на харде. А вот, собственно, та самая книжка, да, книга судеб, которая легко и просто меняется на книгу мертвых в темном подношении. Это такая фишка от разработчиков, это гарантированные, да, обмены, скажем так. Соответственно, да, у нас вопрос был, где эта книга судеб выбивается. Это одна из самых редких штук в игре Grim Soul. Она выбивается, естественно, на максимум подземелья отрекшихся. А максимум, предел подземки где? Айзенборг, хард режим, все логично, все просто.
Как это понять? Ну, потому что она нужна только для топов, эта книга, это раз. Она фиолетовая, это два, это гораздо редче. Лут выпадает, чем золотой. Ну и все. Ну и три, она участвует в сборке алтаря третьего левела. И второго вроде еще, да? Расскажи историю про фундамент, не договорил? Да не, я договорил, просто это, блин. Все, ну мы теперь, когда в песочнице играемся, мы уже не играемся как малыши. Мы же уже взрослые, и чё? Мы теперь фундамент делаем. А что это такое? Это значит служи натаскать кучу воды, намесить это все с песком, и когда это все месяца, это все ёб летит, как, блин, и чё? И потом заливаем этот фундамент. Где? Ну, в песочнице. Потом ставим домик, начинаем строить, укрепляем фундамент. Вот, фундамент мы теперь делаем. Я уже не помню в моменте как. Ну вот, суть в том, что я вот так вот фундамент с лица ее подтираю и отпрыгиваю. Говорю, Дань, ну как-то аккуратней фундамент свой укладывай, пожалуйста. Папа весь в фундаменте. А ему пофигу. Он заинтересован. Купец, блин, фундамент делаю. Так, взять с собой. Зачем? Надо. Только давайте возьмем вот этого красавчика, покачаем, да? Аркадия. Ну и поехали. Я ж хотел это, да? В карты, блин, поиграть. Ну, чуть-чуть успеем и того, да? И там, и там. Вот, ребята, когда будет какая-то новая обновка? Блин, на самом деле, вот сейчас есть уже серебряные рудники, есть к чему стремиться. Мне кажется, минимум игроков в Grimsoul сейчас вот с этим кругом. Поэтому, я думаю, вы не ждете новой обновы, да? Но если прям вот узкий круг совсем-совсем топы, ну, когда будет следующая обнова, я так понимаю, ритуальный круг появится второго левела. Ничего, и это будет прикольно еще на грейд выше-то амулетики делать. Золотые амулеты соединять сможем. А вот если в новой обнове фиолы добавят, опять же там за сезон, за топ награды, это будет что-то с чем-то. Почему? Блин, если вы не тестили, ребят, с золотыми амулетами персонаж просто какая-то имба вообще становится. Ну, он реально сильнее становится. То есть вот без вранья он становится прям намного сильнее. И чё? Это восхитительно, вот чё. И представьте, еще сильнее. Да куда? Блин, ну вот. А карета? Ну, карета я вообще не понимаю. Вот речь про карету. Вот когда мне говорят про карету, я могу сказать только, ты не играешь в Grimsoul вообще. Ты не в теме, если ты про карету спрашиваешь. Сколько игр в карты? Блин, у нас там премиальная игра осталась, короче. И будет это, 200 уровень. Марат, привет. Мистер Кэт. Да не за что. Мистер Кэт. Оп, локация интересная какая, ребят, смотрите. Блин, вообще. Ребят, ну это огонь. Ой-ой-ой-ой-ой. Она так всегда набиралась. Что-то не то, ребят. Блин, тут есть еще один хай-левел, который подтвердит мои слова, что нет, эта обилка не так набиралась. Может, я не замечал? Ёп. Ребят, ну она так не набиралась. Ну реально, это дичь какая-то. Она не набиралась так. Она быстро набиралась, но ну не так, ёп. Один удар, и она набирается. Тут дело не в боге Харат, да? Какая грязища, а? Ёп, как это великолепно вообще. Может, я не замечал без Б. Я увернулся. Блин, бедолага, ёп. Офигеть просто. Так было? Офигеть, я просто не замечал, да? Так, это что у нас? Это у нас свидетельство о великих чудовищах. Присутствие дочери гнили влияло на саму природу вокруг. В местах, где она останавливалась,
разрастались густые заросли, увеличивалось число животных и насекомых, сама земля ликовала от ее присутствия. Ёп, вот не говорить, что это не круто, да? Вообще круто. Мне попадались давным-давно, значит, когда искал инфу какую-то, ролики, где вот атмосферно прям по Grimsoul делали, да, с зачитыванием вот этого лора. И чё? К сожалению, ролики вообще днище не набирают просмотров. Абсолютно нисколько. И вот такие приколы с лором, увы. Но лор в игре Grimsoul, ребят, я хочу вам сказать, прям с душой подошли разработчики. И вот эта писанина, это прям, ну реально. Ты хочешь прям вот втянуться в игру, почитай эту штуку на досуге. Не заставишь Толстого тебя читать. Ну так это скукотища. А вот лор в Grimsoul, вот это да, это круто. Вот эти все свитки, да. Записи, блин, сержанта Багряных Ангелов, магистра Айзенборга. Блин, ну круто прям вообще. Я давным-давно делал видосики, да, я делал страницы эти. Ну чё, ну блин, не прет что-то, ёб. Почему? Я не знаю. Не находят игроки в основном Grimsoul, это интересно. Вот это фигня. Ну я так делал, помните, да? Небольшие зачитывания по Аисе, короче. Так просто тестировал, скажем так, как вам вообще. Вместе с Котейкой смотрю стрим. Блин, они вообще молодцы, да? Они хорошо устроились. Серят говно за ними, убирают, кормят их. Ёп, стригут, моют. А они ничего не делают, только жрут, срут, спят. И периодически проблем, да, устраивают там. То подерут, то покусают. Вообще нормально. Кто? Ну, вообще, домашние питомцы, да? Не, понятно, и они такие бесконтрольные. Взяли их и понесли к ветеринару. Блин. Ну и при этом делать ничего не надо. Ни забот, ни работ, ни учеб, никаких проблем. И чё? Блин, мне кажется, в этом что-то есть, ребят. Что-то в этом есть. Может быть, они и могут что-то сказать, да молчат. Потому что нафиг надо, блин. Знаете, как вот это говорится? Высший интеллект — это не тот, который показывает, что он высший интеллект. Он настолько умный, что он просто тебе не покажет. Чтобы ты не знал, насколько. Ну, что-то типа того, да? Нет, я не про высший разум, я вообще по факту. Умный человек, он поэтому и умный, что ты и знать-то не будешь, что он умный. Он будет из себя дурака строить. Почему? Ну а зачем, блин? Это ж какая-то, блин. Ты если, не знаю, там, ты из книжки про комиксы, ты там предметы перемещаешь с силой мысли, да? Естественно, никому не говори и не показывай. И чё? А то ты окажешься в очень темном подвале, где тебя будет изучать. Нет, ты на ток-шоу не попадешь, звездой не станешь. Я тебе базарю, ты будешь в подвале, где тебя будут изучать. Лучше никому не показывай и не говори, если что-то такое. Почему? Блин, ну, к сожалению, потому. Так устроен этот мир. Недавно шли, значит, с ребенком и обсуждали Человек-паук. Говорю, Даня, не лезь в траву. А мама говорит, не лезь в траву, клещи. Я говорю, Дань, клещ укусит и станешь человеком-клещом. Он такой идет. Папочка, человек-клещ, он кусается. Лучше человек-паук. Я говорю, конечно. Паук тебя укусит и станешь человеком-пауком. Ну да, если радиоактивный паук укусит, станешь человеком-пауком. Да, вот дети верят в такую фигню. Ну, на то они и дети. Они реально верят, что если паук радиоактивный тебя укусит, будешь тоже плеваться этой штукой, блин, как Спайдермен.
Ну чё, что-нибудь, блин. Чё жду, ребят? Ну, честно, я жду инквизицию. Все остальное я не жду, все остальное бонус. Но косарек, который я уже выбил, да, на клире, это очень круто. Ну, то есть, вот, что я жду сейчас. Клиры и инквизиции. Инквизиции и клиры. Вот этот стража, да, неплохо. И на этом спасибо. А у нас потенциальная, ребята, значит... Стоп, игра! Блин, у нас империя потенциальная, ребят. Смотрите, 5, 7, 8, 9. Если сейчас семерку меняю и выпадает шестерка, империя. Ну вот это фантастическая империя. Либо я забиваю на волка и просто пытаюсь выбить, да, эту, как ее, клир. Ну, я не буду этого, конечно, делать. Давай! Негодяй. А как бы классно было на стриме выбить этого волка, да? Блин. Вроде уже я выбил-то одного волка на стриме. Или это в ролике было? В ролике, наверное, не на стриме. О, блин, хорошо. Круговой удар, том 14. Дали, конечно, говно, ну ладно, в общую коллекцию. Это раз и два. Если паровозики собираешь, то это очень даже и не говно, почему нет? Очень даже юзабельная штука. Блин, вот так, чтобы вот у вас выпало, вот как у меня сейчас выпал империя, да, один обмен делаем. Это уже все, капец. Это ну настолько редкое явление, ребят. Что у вас одна масть выстраивается, плюс по порядку, да. Блин, это реально редко. Насколько? Настолько, блин. Что... донатят, блин, десятки тысяч рублей и вот ну, не выпадает. Два дворянства. Что из него можно сделать? Да лучше ничего не делать. Единственное, когда дворянство выпадает, да, проверяем империю. Есть она там или нет. Типа того. Вот это я не оставляю, ребята, ополчение. Я кручу дальше до клира. И если не получится, тогда стражу возьму, тоже неплохо. Харди, а как заработать знаки отличия багряных ангелов? Знаки отличия багряных ангелов. За багряную охоту они даются. Чик, еще клирчик, хорошо. Клиров прям нормально надавали, ребят. Опять же, они тоже, и бывает вообще вот прям, блин, ну не дают, ёп их. Просто не дают. Сколько бы ты ни крутил. Хоть 100 круток сделай, блин. Круговой удар, что-то типа в самом... Ну да, Александр. Ну так в целом, блин, ну реально, мне не нравится скилл. Это просто говно. В ситуациях, когда юзаешь круговой удар, я лично возьму заморозку массово. И по одному как-нибудь спокойненько всех поубиваю. Круговой удар, блин, не знаю. Я считаю, достаточно неюзабельный скилл. Опять же, за уши натянуть, там, выдумать ее, придумать. Что угодно можно за уши натянуть. Ну, по-честному. Юзабельный и неюзабельный. Неюзабельный практически никто им не играет, потому что оно говно. То есть в ситуации, когда за тобой большой паровозик. Вот, смотрите, ребят, опять, да? Но нет, это не то. Разношерстно идет. Валет, восьмерка, пятерка. И чё? Вот в такой ситуации либо я орден могу выбить, да? Поменять туза. Либо я попробую все-таки выбить 3 тузов. Я иду на все на 3 тузов. Цена вопроса фолиант, да? Фолиант. Ну опять, да? Ну давайте серебро попробуем выбить, ладно. Опять же, нет. Блин. О, выбили, да? 65 серебра. Сколько надо крышек на шанс, мат? Примерно 25-30 тысяч. Как и на все остальное, что мы раньше выбивали.
Финальная награда это, блин, 30 косарей. А уже стартануло разве событие с шансоматом? Там надо посмотреть, какое будет количество. Когда первый раз появился шансомат в игре, тогда было, ну, примерно 30 тысяч. Я выбил там за 26 или 25, кто-то за 27. Кто-то говорил, не ври. Ну, это тролли вообще тупые, агрессивные засранцы. Ну, что их слушать? Вообще выбиваются за 5000, ёб. Ну, сюда. Гвор, спасибо тебе огромное в очередной раз за поддержку, за донат. Привет. Только под конец успел на огонек. Буду в запись смотреть. Да, пошел. Сегодня первый день пошли. Уже там есть один негодяй, драчун, постоянно к нам пристает. Уже с ним побуцкался. Ничего. Ну, он крупней, он вытянулся, да. Но при этом папа горд. Почему? Маленькие дети, да, и уже, значит, такая штука, он подминает под себя. Подминает. И лишь бы, чтобы только он не лез, да, другие дети начинают молчать, отмалчиваться там, и подражать этому засранцу. А он просто злобный, агрессивный, реально. У меня пацан вообще капец, он, ну, добрый. Ну, реально добрый. И чё? А чем папа горд? Несмотря на то, что он там на 1,5 головы выше, он как будто 8-летка. То есть он быстро вытянулся, вырос, да, пацан? Наш не прогибается под него, не дружит с ним и не играет. И всегда идет впротив него. А очень многие, к сожалению, подмялись. Как? Ну, как, ёп. Мне не надо вам объяснять это. Как подминаются под силой физической. Вот так. Прям уже... Ну, 6-летки всего лишь. Это понятно, но я просто так смотрю, да. И на реальность жизни взрослой во всем мире. Блин, смотришь на этих телепузиков, думаешь, ёп, такие прописные истины. И они вот уже это видно все, блин. Капец. Кто идет против, а кто и насрать. Реально, блин. И чё? Ну, при этом. Я вначале прям меня вообще бесила, да, эта тема. А потом думаю, ну ладно. Лучше раньше, чем позже. Да? Уже в садике ребенок будет видеть, что есть хорошие, есть плохие. Есть нормальные, есть неадекватные, злобные, там, психически неуравновешенные. И самое главное, что? Ты вынужден себя защищать. Добро должно быть не просто с кулаками, а с мощными кулаками. Да, конечно. Без вариантов. Потому что, к сожалению, вот так вот. Есть нормальные люди, есть добрые люди, есть злые. И они понимают только один язык. Язык силы. Мне кто-нибудь скажет, это неправильно такое ребенку объяснять. Очень даже правильно. Мне вот папа, да, не объяснял. Почему? Я, блин, до сих пор не могу на этот ответ ответить себе. Отвечал бы, я бы меньше выхватывал и раньше бы понял, что тут не разговаривать надо, а бить ее. Ну, то есть это не просто дети поссорились, это регулярно, понимаете, идет тема. Чё, блин, прям кто-то там из родителей, там, что надо вообще его изолировать. Мы с мамой тоже в одно время думали, а потом что поняли? Его рано или поздно изолируют. Почему? Ну там ребенок неадекватный, ребят, реально. Сложно вам объяснить, ребят. Ребенок просто неадекватный. Он озлобленный для своих малых лет, он прям будущий маньяк. Вот, а самое главное это Гвор, самое главное это что? Мы сейчас после стрима пойдем самокат тестить с ребенком, да. Первый раз он будет на новом самокате своем ездить. Прям ночью, да, прям ночью, вообще насрать. Самое главное, что завтра-то в садик, да, и как бы нельзя поздно. Блин, я пропустил, ребят, я надеюсь, я волка не промотал. Я что-то задумался, короче, про эту тему. Че, да бесит, вот меня родители поймут. Переживаешь, конечно, за свое чадо, но и в тот же момент говорю, когда вашему ребенку там какое-то испытание, да, попадается там маленькое в масштабах нас, но в масштабах их большая, это хорошо. Тут не надо я не умничаю, но это факт.
Сталь закаляется в процессе. Она сразу не становится ей. И чё? Блин, вот. Так, ничего не меняем, да, ребят? Ничего не меняем. Получаем дворянство. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Опять, блин. Опять зеленушка. Ну тут вообще без вариантов, да? Можно остановиться, либо попытаться 65 серебра выбить. Не, я забираю 20 этих кришечек. Вот, кстати, ребят, смотрите. 1, туз это единица и 21 одновременно. Да? 1, 2, 3, 4. Вот вместо туза вот этого пятерку выбиваем. Получается дворянство в чистом виде. Я этого делать, конечно, не буду. Следак, спасибо тебе огромное в очередной раз за поддержку, за донат. Я рассказывал про эту фишку. Чё? Я, блин, сразу первым делом там, ну, как-то это год назад еще было, 2 года назад. Фишка в том, что у нас мелкий пришел в садик, уже группа была скомплектована, и они ходили уже больше года все вместе. А он у нас как новенький. Папа с этим знаком. 5 или 6 школ у меня было. С 1 по 11 класс у меня 5 или 6 школ было. И чё? Я прекрасно знаю, что значит новенький в классе. И чё? Ну и вот. И самый, понятно, вот. И я сразу мелкому говорю, так, надо давать отпор. Он берет, дает отпор, и, блин, я рассказывал давно, и там потасовка, ёп, в 4 года. Прикиньте, в 4 года, оказывается-то парень наш, значит, пробивает. Ну, вот так вот, да? И все. А тот остервеняет, пригибается и тройкой начинает бить. Представляете? Я потом выясняю, ёп, тебя папа научил? Думаю, папа, ну ты вообще идиот, блин. Да, я матерился, я там вообще был в бешенстве. Че, серьезно, в 4 года надо ребенка учить ногами бить в голову, тройки пробивать? Я не знаю, каким дебилом надо быть. Может быть, дети должны быть детьми? Они успеют еще позаниматься единоборствами, и все будет классно. А если уж и учишь, ты должен учить, чтобы он это не применял на улице, а только в спортзале. Почему? Ну а как ее? Иначе ты идиот просто. Я же с кого-то обижу. Ну, блинчики, ну это факт. И что мне дальше делать ребенку? Обучать его, чтобы он брал предметы какие-то и кидал? Ну, это фигня полная. Да, конечно. Я считаю, это полное говно. Ну, я так повыяснял, а вы не считаете, что это ненормально, что надо психологу показывать? Выяснилось, что ребенок подушкой душит игрушки, называя именами детей в садике. Леночки, никаких странностей, да? Да нет, это нормально, все дети так делают. Конечно, блин. Твою жесть. Вот. Ну, конечно, все от мамы с папой зависит. Мама с папой просто так воспитывают. Как? Никак. Просто никак, блин. Растет как полыня в поле и растет, да, и хорошо, главное растет. Ну мы же одеваем, мы же кормим, ну и все отлично. Родительская задача выполнена. Позаришь вообще. Говно вопрос. А воспитатели, Мария, а это вот да, это отдельная тема, тоже ругались. Чё, почему воспитатели не могут повлиять? Я когда-то давным-давно, значит, ходил вообще в ведомственный садик военный. Я не помню, что такое было. Не дай бог, сразу на ковер маму, папу и ты попробуй только вякни. Тебе не поможет ни статус, ни деньги, ничего тебе не помогут. Не дай бог, да? Вот, поэтому как-то тут какая-то проблема прям. Чё, ты прям вообще жесть какая-то. Ну ладно, что нам чуть-чуть осталось ходить, повторюсь. Мы из этого позитивное подчеркнули. Ребенок уже в свои, значит, 6 лет знает, что есть добро и зло, есть хорошие люди, есть плохие, есть злобные, а есть вообще ненормальные. И чё? Подчеркиваем плюсы от этого. Ну и как бы не заостряем внимание на этом, да? И чё? Ну и нормально, чё?
Иногда периодически он сцепляется с этим засранцем. А так в целом нормально. Он все-таки дает ему отпор. И чё? Ну а зачем? Зачем лезть к тому, кто дает отпор, если можно лезть к другому, кто отпор вообще не дает, да? Так, ребят, на этой замечательной теме детей, значит, и воспитания мы заканчиваем. То ли еще будет, это ж пацаны, да? Это ж пацаны, все впереди. Так, 9, 8, 5, Джей и Валет, нифига. Пятерочка не в тему, ребят. Да и восьмерочка не в тему. Да и девяточка. Почему? По порядку надо. 9, 10, Валет, дама, король, туз, да? Поэтому нет, это не предволк. Не предволк. Хорошая такая нотка. Ну а чё, блин, чё поделать? Может там что-то, да, там, ну дай бог, чтобы там что-то родители поняли, что это неадекватно, это слишком уже агрессия какая-то ее ненормальная. Потому что пока еще дети, все можно исправить. Чем дальше... Знаете, как это? Очки поклонения богам. Пока ты маленький, не прокачанный, ты еще можешь все исправить. Начни их фармить. Но чем выше твой левел, тем уже ты нифига не исправишь, и ты просто вспотеешь что-то делать. Вот так и с детками. Пока еще маленькие, можно еще подкорректировать, исправить. Потом ты уже ничего с этим не сделаешь. Будешь пожинать свои плоды невоспитания, значит. Хыч. Ну-ка. Искусный призыватель, том 15. Нифига себе. Серьезная ёб книжка, да? Вот это позитивная нота. Давайте посмотрим. Я не помню, какой у меня скилл уровень. Искусный призыватель. Ай-яй-яй-яй. У меня всего 11. Ребят, 15-ю книгу, ну вы знаете и так, да? Хай-левелы знают. 15-й левел, конечно, не стоит учить книги. Их надо оставлять. Но вот я недавно сорвался и выучил. Чё? А я не помню. Чуть там 3 книги какие-то были у меня 15-е. И я перед роликом прям выучил. Вот это, кажется, сдерживание у меня 15-я была. Я ее заучил. Вот это воздаяние, да? Хотел просто... Ну, вы поняли, да? Чтобы... Ох, блин, еще себе, еще выше. Огромное спасибо, ребят, всем, кто был на стриме. Блин, Видар, уже заканчивается стрим чанский. Видар, спасибо тебе огромное в очередной раз за поддержку, за донат, за последний донат на стриме. Всем огромное спасибо, ребят. Гримсоула сейчас стало чуть меньше, но все-таки мы продолжаем выживать и будем дальше выживать. Из анонсов. Завтра новиночка будет, 2-я серия по вампирам. Она прям капец не захватит канал, потому что не сравнить ее с Лаздеем, с Гримсоулом, с Вестландом, с Джурасиком. Джурасик будет, если не на этой неделе, так на следующей. Да, он начал работать назад, и если вы не знали, есть такая выживалка. И это чистый Гримсоул в мире динозавров. Ну или Лаздей. Вот, нашим модераторам, ребят, огромное спасибо в очередной раз вам за помощь, за модерство в Телеграме, на стримах. Ну и всем, кто продолжает поддерживать донатами, огромное спасибо за поддержку. Завтра, значит, пришлю это мелкого с самокатом. Всем хорошего вечера, ребят. До четверга. Ластдейчик у нас должен быть. Пока-пока. Если бы Игорь не стал ютубером, кто бы смеялся с ним вечерами, кто бы все будни разрисовал цветом этими странными добрыми снами. Если бы Игорь не стал ютубером, мир был бы тише, чуть серей дворов, но рядом с ним все равно бы музыку чувствовал, даже в шуршании старых дворов.